Всем привет! С вами Ирина, и я рада вас приветствовать на своем кулинарном канале. Сегодня я предлагаю вам приготовить супер простой ужин в мультиварке. Буквально час 15, и у вас точно все будет готово, я вас уверяю. Для плова в мультиварке нам понадобятся самые простые продукты. Немного мяса, рис, из овощей это лук, морковь, чеснок, а также специи. Я беру универсальную приправу для плова, соль и вода. Мясо я беру 500 грамм свинины. Все используемые мной ингредиенты и количество я оставляю в описании под видео. Мясо нужно нарезать на кусочки 2 на 2 сантиметра. Можно плов готовить из курицы, но из курицы он получается более сухой, поэтому я чаще всего готовлю из свинины. Да, настоящий плов готовится из баранины, из говядины, но в качестве удешевления производства, так скажем, я беру кусочек свинины. Мясо нарезали, сразу перекладываем его в чашу мультиварки. 2 средние головки лука нужно очистить, вымыть и мелко нарезать. Если у вас лук крупный, возможно, будет достаточно одной головки. Если мелкий, то 3 головки берите. На самом деле все по вкусу, все должно получиться вкусно, независимо от строгих пропорций. То есть все берем, в принципе, на глазок. Таким образом все мелко нарезаем. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще на него не подписаны. У меня много вкусных рецептов накопилось за эти 5 лет ведения каналов. Есть как выпечка, так и как сладкая выпечка, не сладкая выпечка, пироги, кексы и много блюд на каждый день, праздничных блюд, поэтому все поделено на плейлисты. Обязательно посмотрите, кому что интересно, какие рецепты вас интересуют. Измельченный лук также отправляем в чашу мультиварки. Примерно 200 грамм моркови я натираю на крупной терке. Да, для настоящего плова морковь нужно именно резать соломкой. Но так как у нас быстрый такой вариант приготовления плова в мультиварке, я просто натираю на терке, на крупной терке морковь. Морковь измельчили, отправляем ее в чашу мультиварки. Вначале забыла сказать, что нужно еще растительное масло. Добавляю примерно 40-50 мл. Приправа для плова. На данное количество ингредиентов достаточно 2 столовых ложек. Далее все это хорошо перемешиваем и распределяем ровным слоем. Вот все овощи, мясо должны хорошо перемешаться, специи распределиться вместе с растительным маслом. Сильно не утрамбовываем, просто ровным слоем таким образом распределяем. Затем рис. На данное количество мяса я беру 500 грамм риса. Я беру круглозерный рис, сейчас отмерим 500 грамм. Беру круглозерный рис, потому что он отлично подходит для плова. И лучше брать высшего сорта рис, либо хотя бы первой категории. В нем поменьше рисинок, именно поломанных, будет больше целых. Хорошенько промываем его проточной водой. Поверх мяса с овощами ровным слоем распределяем промытый рис. Обязательно подписывайтесь на мои другие соцсети, на мой лайв-канал. Там я в режиме реального времени показываю, чем я занимаюсь. Там не только рецепты, но и моя жизнь, моя работа. Вот на канал Макс подписывайтесь, там розыгрыши каждый месяц. Зубчики чеснока я таким образом очистила и промыла, и теперь углубляю их на расстоянии друг от друга в рис. Вот таким образом распределяю и внутрь их таким образом вставляю и все это прикрываю. Подготовим водный раствор, которым будем заливать наш рис. Нужно на 500 грамм риса примерно 730 миллилитров воды. 737, ничего страшного, главное, чтобы не больше 750 миллилитров.
Добавляем соль. Должна получиться такая крепко соленая вода, потому что рис хорошо вбирает в себя соль. Если вы сделаете слабосоленый раствор, то плов получится недосоленным. Раствор выливаю аккуратно при помощи ложки, чтобы не всплывал чеснок, не всплывало мясо, чтобы все было на месте. Заключительный этап. Ставим чашу в мультиварку, накрываем крышку и выставляем нужный режим. У меня на мультиварке есть режим плов, но если у вас такого режима нет, то можно готовить в режиме тушения. Плов режим, окей, и выставляю 1 час. Нажимаю старт. Прошел час, выключаем мультиварку. Посмотрите, какой рис получился, рассыпчатый. Все хорошо, желтенький за счет приправы. Готовый плов я обычно перекладываю в другую емкость из чаши мультиварки и храню в холодильнике, как обычно. Такой плов получается нежным, рассыпчатым. Посмотрите, все красиво выглядит. Желтенький, аппетитный. Вот рисинка к рисинке, все хорошо и очень вкусно. То есть, если хотите быстрый обед или ужин, можно приготовить такой плов абсолютно без заморочек. Если вам понравился рецепт этого плова, то обязательно поддержите видео лайком, напишите добрый комментарий. Также подписывайтесь на мой канал, на мои другие соцсети, на мой лайв-канал. И всем приятного аппетита!